Бирманские военные арестовывают лидеров страны за предполагаемую фальсификацию результатов выборов. То же самое происходит в США, вернее уже произошло, только в Америке все сложнее, поэтому делается скрытно, пока Байден якобы президент. Но до его ареста тоже дойдет время. Итак, избирательная комиссия Мьянмы отказалась исследовать существенные доказательства фальсификации результатов голосования на выборах в ноябре 2020 года. Официальные результаты ноябрьских выборов в Мьянме, также известной как Бирма, показали победу Либеральной национальной лиги за демократию, которую возглавляет Аунг Сан Су Чжи. Консервативная националистическая партия солидарности и развития Союза, которую поддерживают многие военные страны, потеряла несколько мест. Однако вскоре стало очевидно, по словам военных, что имела место массовая фальсификация голосов. 15 января партия солидарности раскрыла 94 242 случая фальсификации выборов в 6 штатах, а затем призвала к новым, справедливым выборам под наблюдением военных избирательной комиссии страны. По мнению международных наблюдателей, голосование прошло гладко без каких-либо серьезных нарушений, хотя это оспаривается оппозицией. Но опросы в некоторых частях страны были отменены по так называемым соображениям безопасности, в результате чего около 1,5 миллиона избирателей остались без избирательных прав, включая сотни тысяч мусульман Рохинджа. Чиновники и суды отказались расследовать фальсификации и признали фальшивые результаты выборов. Чтобы остановить кражу, в понедельник утром военные предприняли решительные действия против того, что было описано как нечестность и несправедливость на ноябрьских выборах. Государственный советник Мьянмы Аунг Сан Су Чжи и президент Вин Мин были арестованы во время утренних рейдов в понедельник вооруженными силами страны после широко распространенных обвинений в фальсификации выборов. В стране введено чрезвычайное положение. Власть передана военным. США, Австралия и другие были обеспокоены сообщениями и призвали вооруженные силы Мьянмы уважать верховенство закона. Соединенные Штаты встревожены сообщениями о том, что бирманские военные предприняли шаги по подрыву демократических преобразований в стране, включая арест государственного советника Аунг Сан Су Чжи и других гражданских должностных лиц в Бирме, заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки. Дэниел Рассел, главный дипломат США в Восточной Азии при президенте Бараке Обаме, который наладил тесные связи с Су Чжи, сказал, что очередной военный захват Мьянмы нанесет серьезный удар по демократии в регионе. Если это правда, то это огромная неудача, не только для демократии в Мьянме, но и для интересов США. Это еще одно напоминание о том, что длительное отсутствие заслуживающего доверия и устойчивого участия США в регионе придало смелости антидемократическим силам. Сказал он. Очень хорошая психологическая подготовка публики происходит в преддверии грядущих событий. И да, те, кто сомневались в плане, могут теперь лично убедиться в том, как работает этот механизм. Все просто. Тот, кто совершил массовую фальсификацию на выборах, принял эти результаты, закрыв глаза на все доказательства. Изменник. А все изменники будут сидеть в тюрьме. Не только они, но с них все начнется. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, если хотите. Спонсируйте, ставьте лайки. Или дизлайки. И обязательно комментируйте. С вами были роботы Яндекса. Ермин. Алена, Филипп. и Оксана, а также вся команда делового мира.